Так, у нас только что была воздушная тревога, и уже 6 часов вечера. Сегодня случился, ну как это случилось вчера, но Валя рассказала сегодня. Кто не знает, Валя — это наша бабушка, бабушка Норы и Амирана. С ней случилась очень вчера неприятная история, ей выписала полиция штраф. И когда она стала, в общем, ну, сейчас я расскажу все по порядку. Она перешла дорогу в неположенном месте, не на зебру, а вне, не на светофор, а рядом с зеброй, в общем, вы поняли. Нельзя там переходить дорогу, только перешла она не одна. Там за день проходят тысячи людей, ну там такое более-менее спокойное место, машины там быстро не ездят, но прошло 10 человек, она вместе с ними зашла в супермаркет. Когда она вышла, возле ее машины стояла полиция. Начали ей рассказывать, что она перешла дорогу в не том месте, в не то время, хотя прошло уже вообще, наверное, минут 30-40. Я со слов Вали все рассказываю, она вчера вообще звонила в истерике, потому что они требовали заплатить штраф, у нее денег с собой уже не оставалось, и она начала говорить, что вот я живу на пенсию 2000 гривен в месяц, вообще о каком штрафе идет речь. Прохожий мужчина остановился, услышал ситуацию и стал орать на полицейских, то, что вообще они уже сходят с ума, такого не может быть. Что происходит? Там проходят тысячи людей за день, а они прицепились к пенсионерке. Ну, в общем, полицейские, недолго думая, сказали: продайте машину и заплатите штраф. Вот такая вот история. Ну, я так понимаю, что нам нужно, ну, не нам, им нужно пополнять казну, бюджет, и придумывают вот такие вот способы. Я, конечно, понимаю, что это в чем-то это нарушение закона, да, если ты не на пешеходный переход переходишь дорогу, но все же у нас в стране военное положение. У нас в стране есть куда более важные задачи для полиции, чем ловить пенсионерок, которые перешли в неположенном месте дорогу. Я лично так считаю. И молодых, которые 10 человек прошли с ней, они не выписали штрафы вообще. Там мужчина настолько прохожий распсиховался от этой ситуации, что он вообще там стал кричать, что я не буду говорить, что он говорил, что надо сделать в такой ситуации тем, кто выписывает штрафы пенсионерки. Я не знаю, это такой спорный, конечно, момент. С одной стороны, мне это напоминает Чиполлино, когда полиция всегда права, да, в мультике. С другой стороны, очень все грустно. С 2000 гривен пенсии как вообще можно оплатить штраф? Продайте машину. Знаете, я подобное, кстати, высказывание тоже слышала от своей знакомой пожилой женщины, когда она пришла в совбез и сказала, что ей очень трудно оплачивать за квартиру, дайте субсидию. Они сказали: вы что, у вас очень большая квартира, мы вам субсидию не дадим. Продайте квартиру и заплатите за субсидию. Так, ребят, сейчас я не буду о грустном, просто видеодневник, я рассказала ситуацию, как было. Неприятная история, тем более в такое время, да, когда... Так, я вам обещала рассказать, какую вырезку нашел из газеты «Рамаз». Это именно вырезка из газеты, это кто-то вырезал, он это нашел у себя там в каких-то архивах, в общем, и тут даже подписали «Лансере» ручкой. Я вам сейчас прочитаю, очень интересная статья, очень интересная, называется «Росписи должны быть сохранены». Нередки случаи, когда события или вещи значительные, какими их принято было считать прежде, вдруг по какой-то причине забываются. И надолго. Одной из причин безвременного забвения чаще всего становится необъективная информация, преднамеренно или по чьему-то недосмотру, вводящая многих в заблуждение.
Так, в конце 50-х годов в нескольких солидных изданиях по истории искусства распространилось непроверенное заявление искусствоведов о том, что известные до войны широкому кругу монументальные росписи Дворца культуры железнодорожников в городе Харькове, принадлежавшие кисти одного из основоположников советской монументальной живописи Лансере, более не существуют. Представляете? Информации поверили. Однако эти росписи Лансере и поныне существуют. Но в каком виде? О них вспомнили совсем недавно в связи с предстоящими торжествами по случаю столетия Южной железной дороги и возникшей при этом необходимости ремонта Дворца культуры железнодорожников. Росписи вскрыли, сняв с них холсты с произведениями, созвучными эпохи, под которыми они были захоронены на долгие годы. Два живописных панно над лестницами в фойе дворца размером 6 на 5,5 метров. Каждое после их открытия представляют малоутешительное зрелище. Краски, некогда пленявшие зрителя своей свежестью, почернели, и по всей площади картины зияют белые пятна осыпей красочного слоя. Вызванные из Москвы эксперты-реставраторы вынесли свой приговор, записав в акте экспертизы: красочный слой настолько слабо держится, что при малейшем прикосновении он отделяется от грунта, что росписи, представляющие большую историко-художественную ценность, должны быть спасены, и сделать это необходимо безотлагательно. Война и почти двухлетняя фашистская оккупация Харькова были первопричиной порчи росписей. 2 зимы здание дворца не отапливалось, возникло чрезмерное увлажнение стен, а за ним и естественное разрушение связующего красочного слоя. Кое у кого возникают сомнения, а стоит ли утруждать себя хлопотами по спасению росписей, тем более, что это теперь обойдется недешево. В известной мере замечание справедливо. 25 лет назад реставрация стоила бы куда дешевле, да и в этом ли дело? Чтобы исключить подобные сомнения, вполне уместно напомнить о том, когда и при каких обстоятельствах создавались эти росписи, о их историко-художественной ценности, о роли автора этих произведений и становлении советского реалистического искусства. И если начать с последнего, то не так уж велико число имен в истории советского изобразительного искусства, кто бы так прочно связан с его становлением, немного выцвел шрифт, с его становлением, кто столько сделал бы для укрепления в нем реалистических традиций, как художник Евгений Евгеньевич Лансере, академик живописи, заслуженный деятель искусства Грузинской ССР, народный художник РСФСР, лауреат государственной премии и тому подобное. Этот мастер огромной художественной культуры, обладатель богатейшего профессионального опыта и знаний, почти энциклопедических в области классического наследия, во многом способствовал становлению советского монументально-декоративного искусства. В 1931 году в Харькове по проекту архитектора Дмитриева заканчивалось строительство Большого дворца рабочих, ныне Дворец культуры железнодорожников. Просторное и светлое двухэтажное фойе дворца по замыслу архитектора должно было оживлено живописным панно, радующим глаз. Лансере, в то время работавший над этими монументальными росписями Государственного музея Грузии в Тбилиси, охотно согласился на это. И в том же году большая роспись яичной темперы по штукатурке была им блестяще выполнена. На первом панно художник изобразил прощание советских туристов, достигших горного перевала, с их проводниками. На втором для сюжета был использован эпизод из Гражданской войны, встреча в горах регулярных частей Красной армии с партизанами. Если содержание первого панно проникнуто торжеством, молодости и силы, выражением радостного мироощущения, то другого, где изображаемое событие развертывается на фоне величавого горного пейзажа Кавказа, овеяно возвышенным духом романтики и героизма. Крым и Кавказ
Так были названы эти росписи. Это была вторая крупная монументальная работа Лансере после росписи музея в Тбилиси. Потом последовали грандиозная роспись Казанского вокзала в Москве, роспись гостиницы «Москва» и многое другое, обогатившее сокровищницу советского искусства. Росписи в Харьковском дворце рабочих должны были выразить оптимистичное мироощущение советского народа, чего в конечном счете художник достиг в своих насыщенных солнцем и радостью бытия картинах, а в целом символизировать единство Украины, Крыма и Кавказа. Ценность росписей бесспорна, и сейчас нет необходимости устанавливать, кто виноват и почему забыли о своевременной реставрации росписи Евгения Лансере. Важно в данный момент их спасение от окончательной гибели. Управление Южной железной дороги, в чьем видении находится Дворец культуры, и областное управление культуры, несущее безусловную ответственность за сохранность памятников культуры и искусства, должны помнить, что во многом именно от них будет зависеть спасение произведений, пока кроме экспертизы ничего существенного не сделано. Договора первого главного шага между управлением Южной железной дороги и реставрационными мастерскими на выполнение работ пока нет. К тому же и позиция заинтересованных сторон остается неопределенной, а время уходит. И в данном случае уходит, к сожалению, без пользы для дела. Этой статье уже много лет, кто-то бережно ее хранил, и я еще раз скажу, даже ручкой подписал вот здесь вот Лансере. Очень интересно разбирать подобного рода какие-то архивы, находить такие вырезки из газет и понимать. Сейчас у меня возник главный вопрос, где сейчас эти росписи, работы монументальные Лансере, тем более они такие огромные, 6 на 5,5 метров. Сохранились ли они? Смогли ли провести реставрационные работы? Теперь вот мне почему-то дико хочется об этом узнать побольше. Но учитывая военную обстановку, я не знаю, пускают ли туда вообще, в это здание, в этот дворец культуры железнодорожников, смогу ли я попасть. Поэтому вот такая история, но мне было интересно читать эту статью, я думаю, вам тоже было интересно. Не забывайте поставить, кому понравилось, палец вверх, подписаться на канал, мне будет приятно. Всем хорошего, доброго, тихого вечера и сладких снов, кто будет смотреть это видео перед сном.